Вечер начинался спокойно, и ничто не предвещало беды. Был теплый летний день, солнце уже садилось, и во дворе старого дома на окраине города стояла привычная тишина. Небо постепенно становилось розовым и золотистым, воздух пах нагретой травой и пылью. Женщина по имени Елена вынесла во двор складной стул и поставила его возле подъезда. Рядом с ней, на маленькой подстилке, лежал ее домашний кот Кеша, пушистый, трехцветный, избалованный вниманием и никогда по-настоящему не знавший уличных опасностей. Елена любила проводить такие вечера, немного посидеть на свежем воздухе, поговорить с соседями, дать Кеше возможность погреться на солнышке под присмотром. Кот вел себя спокойно, смотрел на голубей, лениво шевелил хвостом и щурился от света. Все казалось безопасным и привычным, двор жил своей обычной жизнью. Дети катались на велосипедах, кто-то выносил мусор, пожилая соседка поливала клумбу. Елена разговаривала по телефону с сестрой и время от времени улыбалась. Кеша лежал рядом, иногда поднимал голову, когда мимо проходили люди. Он не отходил далеко, потому что с детства привык быть рядом с хозяйкой. В тот момент никто не мог представить, как быстро спокойствие сменится хаосом. Вдруг откуда-то из-за угла послышался лай. Сначала далекий, едва различимый, но постепенно он становился все громче и настойчивее. Елена машинально повернула голову. Из соседнего двора выбежали 3 бродячие собаки. Они были худые, с тусклой шерстью и настороженными взглядами. Было видно, что они живут на улице давно и привыкли бороться за выживание. Их движения были резкими и слаженными, словно они действовали как стая. Кеша встал на лапы, его уши прижались, глаза расширились. Он никогда раньше не видел собак так близко. Лай стал оглушительным. Собаки заметили кота почти сразу. Их внимание мгновенно сосредоточилось на маленьком животном у ног женщины. Елена почувствовала, как внутри все похолодело. Она вскочила, закричала, попыталась закрыть Кешу собой, но кот уже поддался панике. Инстинкт самосохранения оказался сильнее. Кеша резко сорвался с места и побежал через двор. Собаки тут же бросились за ним. Их лай стал еще громче и злее, в нем слышался охотничий азарт. Елена побежала следом, зовя кота по имени. Голос у нее срывался, дыхание перехватывало. Дети разбежались, кто-то начал кричать, из окон выглянули соседи. Все происходило за считанные секунды, но для Елены время словно растянулось. Кот мчался изо всех сил. Он перепрыгнул через клумбу, пронесся по дорожке, едва не сбив пластиковое ведро. Собаки сокращали расстояние. Их когти скребли по асфальту, дыхание было тяжелым и шумным. В какой-то момент Кеша резко повернул к краю двора, где стоял высокий бетонный столб с электрическими проводами. На столбе были металлические скобы для подъема. Не раздумывая, кот подпрыгнул и вцепился когтями в холодный бетон. Он начал карабкаться вверх, используя скобы как опору. Собаки окружили столб и принялись лаять, подпрыгивать, пытаясь достать его. Елена подбежала к столбу и остановилась в ужасе. Кеша поднимался все выше и выше, пока не оказался почти у самых проводов. Там он остановился, прижался к столбу и замер. Проводы тихо гудели. Этот звук теперь казался особенно страшным. Любое неосторожное движение могло стать смертельным. Елена кричала на собак, размахивала руками, звала на помощь. Несколько мужчин выбежали из подъезда и начали отгонять стаю. Они бросали камни и громко кричали. Собаки постепенно отступили, но не ушли далеко, продолжали рычать из-за кустов. Кот же не двигался. Он сидел на большой высоте, дрожа от страха. Елена понимала, что сама не сможет забраться. Кто-то принес лестницу, но она оказалась слишком короткой. Люди во дворе столпились, обсуждая, что делать. Начинало темнеть. Кеша все еще был на столбе, изредка жалобно мяукая. Один из соседей предложил вызвать аварийную службу электросетей. Елена дрожащими руками набрала номер. Оператор выслушал ее и пообещал прислать бригаду. Ожидание было мучительным. Каждая минута казалась вечностью.
Елена не сводила глаз с Кеши, боясь, что тот сорвется или заденет провода. Наконец во двор въехала машина службы. Работники оценили ситуацию и решили временно отключить линию электропередачи. Это заняло некоторое время, но безопасность была важнее всего. Когда напряжение сняли, один из электриков в специальной форме начал подниматься по скобам. Он двигался медленно и осторожно. Кеша заметил его и попытался еще сильнее вжаться в бетон, но сил у него уже почти не осталось. Мужчина тихо разговаривал с котом, чтобы не пугать его. Добравшись до него, он аккуратно накрыл его плотной тканью и осторожно прижал к себе. Медленно, шаг за шагом, он начал спускаться. Во дворе стояла тишина. Люди затаили дыхание. И вот, наконец, его ноги коснулись земли. Он передал сверток Елене. Она развернула ткань и увидела Кешу, испуганного, но живого. Кот дрожал, его сердце бешено колотилось, но серьезных повреждений не было. Елена прижала его к груди и заплакала от облегчения. Соседи вздохнули, кто-то даже зааплодировал. Этот случай мог закончиться трагически, и именно осознание этого еще долго не давало Елене спокойно спать по ночам. Вернувшись домой, она внимательно осмотрела Кешу при ярком свете. На лапках были небольшие ссадины от бетона, шерсть местами запылилась, но самое страшное, пережитый стресс, было невидимым. Кот еще долго вздрагивал от любого резкого звука, прятался под диван и отказывался подходить к окну, выходящему во двор. Елена чувствовала вину за то, что допустила такую ситуацию, и снова прокручивала в голове события того вечера. Соседи тоже обсуждали случившееся несколько дней подряд. Многие признавались, что раньше не воспринимали проблему бродячих собак всерьез. Кто-то говорил, что видел эту стаю и раньше, но не придавал значения. После случившегося жильцы дома коллективно обратились в городскую службу, которая отвечает за отлов и контроль бездомных животных. Они написали заявление, собрали подписи, подробно описали инцидент, чтобы подобное больше не повторилось. Постепенно жизнь во дворе вернулась в привычное русло, но воспоминание о том, как маленький домашний кот сидел почти у самых электрических проводов, еще долго стояло перед глазами очевидцев. Елена изменила свое отношение к безопасности питомца. Теперь Кеша выходил на улицу только в переноске или на специальной шлейке. Женщина заранее осматривала двор, прежде чем остановиться даже на несколько минут. Она также начала больше общаться с другими владельцами домашних животных, делилась своим опытом и предупреждала их о возможных рисках. Многие после этого случая тоже стали осторожнее. История Кеши стала своего рода напоминанием о том, что даже обычный тихий вечер может в одно мгновение превратиться в испытание, если не учитывать возможные опасности. Сам бетонный столб с электрическими проводами, казалось, навсегда остался символом того страха. Каждый раз, проходя мимо него, Елена невольно поднимала взгляд вверх, вспоминая, как ее кот, движимый паникой и инстинктом выживания, карабкался все выше, спасаясь от погони. И каждый раз она чувствовала благодарность к тем людям, которые не остались равнодушными и помогли вернуть Кешу домой живым. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!